Представь, что вся история Земли — это не миллиарды лет, а всего один обычный день. Один день, в котором есть полночь, утро, вечер и последние секунды перед новым началом. За эти 24 часа наша планета успеет родиться в огне, пережить столкновение с другим миром, создать Луну, покрыться океанами, почти полностью замерзнуть, наполниться жизнью, породить динозавров, стереть их с лица Земли. И только в самом конце дать место человеку. Мы привыкли думать, что история Земли — это прежде всего история людей. Но на этой шкале все выглядит иначе. Если всю историю планеты сжать в одни сутки, человек появится только в 23 часа 59 минут 54 секунды. А вся наша цивилизация — города, пирамиды, империи, войны, электричество, интернет, космические полеты и искусственный интеллект — уместилась в последнюю долю секунды до полуночи. Все, что было раньше, происходило без нас. Земля горела без людей. Покрывалась океанами, создавала жизнь и даже стирала с лица планеты целые миры тоже без нас. Мы привыкли думать, что история Земли — это история человека. Но если сжать 4,5 миллиарда лет в одни сутки, становится ясно — человек не начало, он финальная секунда. Сегодня мы проживем целый день Земли. От первой лавы до первого разума, от рождения Луны до городских огней, от мира без жизни до существа, которое впервые поймет, как быстро проходит его собственное мгновение. Часы запущены. Ровно 00:00. Полночь. Земля только родилась. И это еще не голубая планета. Нет океанов, нет лесов, нет облаков, плывущих по привычному небу. Нет берегов, гор, нет даже твердой почвы, по которой можно шагнуть. Перед нами раскаленный шар, лава, пепел и ядовитые газы. Поверхность кипит. Камни сыплются из космоса. Молодая Земля собирается из обломков Солнечной системы. Пыль сталкивается, слипается, превращается в камни, потом в огромные тела. Каждое новое столкновение добавляет планете массу, жар и разрушение. Это не дом, это кузница. Здесь нет жизни, нет тишины, нет покоя, только гравитация, огонь и хаос. Если бы человек оказался там хоть на миг, он бы пропал раньше, чем понял бы, где находится. Но именно из этого хаоса однажды вырастет все. Океаны, континенты, леса, животные, память, музыка, города. И мы сами. Проходит меньше 15 минут по нашему условному времени. И случается катастрофа, без которой, возможно, не было бы ни этого видео, ни человека, ни привычной нам Земли. В молодую планету врезается гигантское тело, примерно размером с Марс. Его называют Тея. Это не просто удар, это столкновение двух молодых миров. Вещество Земли и Теи выбрасывается в космос. Раскаленные обломки образуют вокруг планеты огромное кольцо. Камни, пыль и расплавленные фрагменты кружат над молодой Землей, пока гравитация не начнет собирать их обратно. Из разрушения рождается Луна. Сначала она была гораздо ближе, чем кажется нам сейчас. Если бы кто-нибудь мог стоять на молодой Земле и смотреть вверх, он увидел бы немаленький серебристый диск. Над горизонтом висел бы огромный раскаленный мир. Луна постепенно становится не просто спутником. Она начинает влиять на приливы. Она замедляет вращение Земли и помогает удерживать наклон ее оси более стабильным. Но иногда катастрофа не просто обрывает историю. Иногда она делает так, чтобы история вообще могла начаться. Часы идут дальше. Молодая Земля остывает. Раскаленная поверхность темнеет. Лава застывает в черную кору. Но внутри планета еще живая, бурлит и не сдается. Вулканы разрывают этот новый тонкий слой и выбрасывают в атмосферу газы, пепел и водяной пар. Над Землей сгущаются тяжелые облака. И однажды становится достаточно холодно, чтобы вода не испарялась сразу, едва появившись. На раскаленные камни падают первые капли. Сначала они исчезают в жаре, потом снова падают, снова исчезают, и снова, и снова. Так начинается дождь, который длится не дни и не месяцы, а миллионы лет. Каждая капля выбивает пар из горячих пород. Вода стекает по черным вулканическим равнинам. Кратеры постепенно заполняются. Низины превращаются в моря. Примерно в районе 0 часов 44 минуты по нашим часам Земля уже не просто огненный шар.
у нее появляются океаны. Но это еще не те океаны, которые хочется представить с голубой водой, пляжами и бликами солнца. Они темные, кислотные, насыщенные железом, минералами и агрессивными химическими соединениями. Над ними мутная атмосфера, в которой человеку нечем дышать. Никакого голубого неба, никаких зеленых берегов. Только вода, камень, вулканы, молнии и темные волны, бьющиеся о безжизненную сушу. Земля уже стала планетой. Но пока еще не стала живой. Проходит время. Если смотреть из космоса, она выглядит пустой. Ни животных, ни растений. Никакого движения, которое можно заметить сразу, глазами. И все же глубоко в древних океанах начинается самое важное событие. Не громкий взрыв, не внезапная буря, не вспышка света. Жизнь появляется почти незаметно. Возможно, это происходит рядом с гидротермальными источниками, там, где из трещин океанского дна поднимается горячая вода, насыщенная минералами и химической энергией. Представь абсолютную темноту. Ни солнечного света, ни привычных звуков, ни дыхания живых существ. Только давление древнего океана, горячая вода, камень и химические реакции, которые миллионы лет складываются и переставляются, будто кто-то перебирает варианты. И однажды среди этого хаоса возникает нечто, что умеет делать главное – копировать себя. Она не думает, не видит, не чувствует, не понимает, что существует, но она копирует себя. И эта копия становится новой копией. В тот момент Земля начинает меняться навсегда, потому что как только в мире появляется самовоспроизведение, включается эволюция. Если бы мы отсчитывали время по нашим часам, то около 4:26 Земля впервые становится живой. И почти весь следующий день эта жизнь будет незаметной. Ее нельзя разглядеть ни глазом, ни спутником. Проходит время, и миллионы лет растягиваются в сотни миллионов. Потом сотни миллионов превращаются в миллиарды, а снаружи кажется, что ничего не происходит. С высоты орбиты наша планета все еще выглядит безжизненной. Океаны, вулканы, облака и камень – все привычное и холодное. Но внутри воды уже идет работа. Микробы выживают, меняются, конкурируют, осваивают новые источники энергии. И однажды часть из них делает шаг, который переворачивает всю планету. Они начинают использовать солнечный свет. Так распространяются цианобактерии. Они делают кислородный фотосинтез одним из ключевых процессов на Земле. Для них это способ добывать энергию. Для планеты это означает начало глобальной перестройки. Побочный эффект становится решающим. В атмосферу выходит кислород. Сегодня кислород – это знак жизни. Мы дышим им каждую минуту и почти не обращаем внимания на то, что это такое. Но для древних организмов кислород был ядом. Он ломал их химический мир, реагировал с железом в океанах, менял состав воды и воздуха, убивал тех, кто не мог приспособиться. Жизнь впервые устроила глобальный кризис для самой себя. Не из-за астероида и не из-за вулканов, не из-за врага снаружи. Сама жизнь изменила Землю так, что старый мир начал исчезать. Это была кислородная катастрофа, и при этом именно она подготовила планету к будущему, более сложному устройству жизни. Иногда то, что было ядом для одних, становится воздухом для других. Около 11:19 на наших часах последствия этой кислородной революции становятся планетарными. Океаны и атмосфера меняются. Мир, который миллиарды лет принадлежал микробам, постепенно готовится к чему-то более сложному. Но Земля не становится спокойной. Она вообще никогда не была спокойной. Кислород влияет на состав атмосферы. Парниковые газы сокращаются, и планета начинает терять тепло. И впереди ее ждет один из самых странных и самых страшных периодов. Земля почти полностью замерзает. Около 20:12 на условных часах начинается эпоха, которую часто называют «снежной землей». Лед расползается все дальше, океаны покрываются ледяной броней. Белая поверхность отражает солнечный свет обратно в космос. Чем больше льда, тем холоднее становится планета. А чем холоднее планета, тем больше льда. Это действительно замкнутый круг.
планета превращается в белый шар, который медленно плывет в черной пустоте космоса. На поверхности почти не остается места для жизни, но она не исчезает полностью. Она уходит туда, где еще есть жидкая вода, энергия химических реакций и тепло из глубины, к горячим источникам на дне океана, под слой льда, в трещины, в те места, где Земля будто бы все еще подает признаки жизни изнутри. И жизнь снова справляется. Не потому, что она невероятно мощная, а потому, что она удивительно цепкая. Потом вулканы продолжают выбрасывать в воздух углекислый газ, парниковый эффект усиливается, и лед постепенно отступает. Океаны снова показываются наружу. И после этого ледяного затишья у жизни появляется новый шанс. Теперь она выходит к свету. Одноклеточные организмы начинают держаться вместе. Появляются клетки со сложным внутренним устройством. А следом – первые многоклеточные формы жизни. Миллиарды лет жизнь оставалась почти незаметной. И вот впервые у нее появляется облик. В древних морях возникают удивительные мягкие существа. Они совсем не похожи на сегодняшних животных. У многих нет ни костей, ни зубов, ни глаз, ни лап, ни твердого панциря. Они напоминают листья, диски, ленты, мягкие подушечки на морском дне. Это еще очень спокойный мир. Время, когда жизнь почти не знает настоящей борьбы. Но тишина не бывает вечной. Когда-то в истории жизни появляется идея, которая меняет не просто ждать, пока рядом появятся питательные вещества, а съесть кого-нибудь другого. С этого и начинается новая эпоха. Эпоха хищников и тех, на кого охотятся. Примерно на отметке 21:08 по нашему часовому отсчету начинается Кембрийский взрыв. Океаны внезапно наполняются существами с глазами, панцирями, конечностями, ртами и новыми способами нападать и защищаться. Жизнь перестает быть спокойной. Теперь одни прячутся, другие ищут, одни убегают, другие догоняют. Появляются панцири, шипы, челюсти, сложные глаза. Зрение меняет все. Раньше мир почти не видел сам себя, а теперь живые существа учатся замечать опасность, распознавать добычу и мгновенно реагировать на движение. Кто замечает первым, тот чаще остается жить. Старые способы защиты уже не помогают. И тот, кто еще вчера был охотником, сам становится добычей. Каждый новый орган – это ответ на чью-то попытку выжить. Океаны превращаются в арену биологической гонки вооружений. Но жизнь больше не собирается оставаться только в воде. На нашем огромном циферблате идут новые минуты. Сначала сушу захватывают растения, грибы и микроскопические организмы. Они медленно разрушают камень, вытягивают из него минералы и постепенно превращают его в почву. Мертвая земля понемногу начинает зеленеть. Затем на ней появляются членистоногие, а за ними – позвоночные. На берегу древнего моря крошечное существо впервые выбирается из воды. Под ним уже не волны, а грязь, камни и воздух. Оно еще не знает, что именно сейчас делает первый шаг к лесам, зверям и человеку. Плавники медленно становятся конечностями. Жабры уже не единственный способ получать кислород. Живые существа учатся вдыхать воздух, передвигаться по суше и откладывать яйца вдали от воды. Планета меняется на глазах. Берега покрываются растительностью. Болота превращаются в настоящие фабрики жизни. В атмосфере становится больше кислорода. В каменноугольный период поднимаются гигантские леса. Древние растения падают, скапливаются в болотах и скрываются под слоями осадка. Спустя миллионы лет их остатки превратятся в уголь. В тот самый уголь, который люди потом будут сжигать, чтобы запустить индустриальную эпоху. Получается, что прошлое заранее создает топливо для будущего. Но Земля не может долго оставаться неподвижной. Материки сдвигаются, климат меняется, вулканы выбрасывают газы. В океанах становится меньше кислорода. Жизненные цепочки рушатся, и наступает самое тяжелое массовое вымирание за всю историю планеты – Пермское вымирание. Оно уничтожает большую часть морских видов и огромное количество наземных позвоночных. Планета не погибает, но жизнь на ней как будто начинается заново. Леса становится реже. Океаны уже не так богаты жизнью. Целые ветви эволюции исчезают бесследно. Мир словно пустеет. Но природа не любит пустоту и долго ее не терпит.
Именно после такой катастрофы обычно и начинается новая история. Появляется империя настолько гигантская, что через миллионы лет люди будут складывать ее кости в музеях и удивляться, как вообще такое существо могло ходить по Земле. Если перевести все на наши часы, то примерно в 22:47 на сцене появляются первые динозавры. Сначала они совсем не выглядят хозяевами планеты. Это всего лишь одна из многих групп рептилий. Но постепенно они все смелее осваивают новые ниши. Тела становятся крупнее, движения лучше и экономнее. Разнообразие растет очень быстро. Так и начинается мезозой. Эпоха динозавров. По суше идут великаны, в небе парят птерозавры. В морях охотятся огромные морские рептилии. Появляются завроподы, существа размером почти с живые башни. Их длинные шеи дотягиваются до крон древних деревьев. Земля под их шагами будто дрожит. Потом приходят бронированные динозавры, рогатые динозавры, быстрые хищники, гигантские травоядные. Планета становится миром, который человеку трудно даже представить. Но самый знаменитый хищник этой эпохи возникает почти под конец. Около 23-38 на нашей шкале появляется Тиранносаурус рекс. Для нас он превратился в символ древней силы. Огромная голова, мощные челюсти, зубы, созданные не только для того, чтобы рвать плоть, но и для того, чтобы ломать кости. Но важно не забывать, тираннозавр не был властелином всей эры динозавров. Он появился очень поздно. К тому времени Земля уже почти стояла на пороге катастрофы. На нашей 24-часовой шкале до конца его мира оставалось меньше минуты. Он этого не знает. Он бродит по лесам позднего мела, охотится, сражается, оставляет следы в мокрой земле. Ему кажется, что этот мир будет жить вечно, но в космосе уже несется камень, которому суждено закончить эту империю. 23:39. До завершения суток остается чуть больше 20 минут. В небе загорается яркая точка. Сначала она похожа на звезду, но звезды не растут так быстро. Точка светит все сильнее, раздувается, подлетает ближе, и вскоре она уже становится огненным шаром. Это не обычный космический камень, а астероид или комета размером примерно от 10 до 14 километров. Он летит к Земле и врезается туда, где сегодня расположен полуостров Юкатан. Так и возникает кратер Чиксулуб. После этого удара все меняется почти мгновенно. В небо поднимаются пыль, сажа и сернистые газы. На огромных участках вспыхивают пожары. Солнечный свет почти перестает пробиваться через атмосферу. Планета быстро начинает остывать. Растения гибнут. Сначала мир лишается своей зеленой основы. Потом исчезают травоядные. За ними вымирают хищники. Одна цепь питания за другой просто разваливается. Не птичьи динозавры исчезают. Но не все динозавры уходят навсегда. Птицы — это та линия динозавров, которая смогла пережить катастрофу. Если говорить строго, динозавры и сейчас рядом с нами. Они сидят на ветках, пролетают над городами и поют по утрам за окном. Но прежняя эпоха все равно заканчивается, а на опустевшей земле начинают пробиваться те, кто долго оставался в тени. После катастрофы выживают мелкие, быстрые, теплокровные животные, млекопитающие. Они не были самыми большими, не были самыми сильными, не были самыми грозными. Зато у них было другое преимущество. Они могли сохранять тепло, прятаться, питаться самой разной пищей и заботиться о детенышах. Когда исчезли гиганты, перед ними открылся весь мир. Млекопитающие начали заселять леса, равнины, океаны и даже воздух. Одни снова вернулись в море и позднее стали китами, другие превратились в хищников, третьи выросли в крупных травоядных. Часть из них перебралась на деревья, среди них появились приматы. У них были цепкие руки, глаза, направленные вперед, и все более сложное поведение. Но главный поворот еще впереди, он произойдет в Африке. К концу этого периода климат начинает меняться. В некоторых частях Африки леса редеют, открытых пространств становится все больше. Предки человека все чаще выходят на Землю, а на Земле им опасно. Там они не самые быстрые, не самые сильные. У них нет ни когтей, ни клыков, ни панциря, ни яда. Если смотреть на них глазами природы, они почти беззащитны.
Но у них есть руки, а руки, которые больше не нужны для постоянного передвижения, могут взять камень, палку, кость, копье. Есть зрение, которое позволяет почти безошибочно оценивать расстояние. Есть умение держаться вместе и жить группой. И есть мозг, который постепенно становится главным способом выжить. Предки человека начинают ходить на двух ногах, берут в руки орудия, осваивают огонь, учатся охотиться сообща, делить пищу и передавать друг другу опыт. Огонь меняет все. Он согревает, он защищает, он разгоняет темноту. И он делает еду мягче и проще для переваривания. Около огня жизнь уже не сводится только к борьбе за существование. Там рождается история. А потом почти наступает полночь. 23 часа 59 минут 54 секунды. На сцену выходит Homo sapiens. Наш вид. Не самый мощный, не самый быстрый, не самый защищенный. Зато именно он умеет передавать знания не только детям, но и следующим поколениям. И это все меняет. В последние секунды этого огромного дня люди покидают Африку, расселяются по всей планете, создают языки, мифы, оружие, украшения, искусство и сложное общество. Они переживают ледниковые периоды, охотятся на крупных животных, проходят через пустыни, горы и морские берега, оставляют рисунки на стенах пещер, хоронят умерших, поднимают глаза к небу и начинают искать ответы. Кто мы? Откуда пришли? Почему вообще существует мир? Но настоящая цивилизация еще даже не началась. И лишь в самую последнюю долю секунды стартует то, что мы обычно зовем историей. Люди понемногу отказываются от кочевой жизни и переходят к выращиванию растений. Так появляется земледелие. Потом возникают поселения, затем города, потом государства. Устная речь превращается в письменность. Знаки на глине, камне и папирусе начинают хранить память намного надежнее, чем человеческий голос. Поднимаются пирамиды, возникают империи, строятся дороги, появляются законы, армии, деньги, религии, философия и наука. Затем все ускоряется. Мечи сменяются порохом, паруса уходят, их заменяют паровые машины, свечи уступают электричеству. Письма становятся радиосигналами, библиотеки превращаются в интернет, а привычные карты Земли дополняют и вытесняют спутниковые снимки. И вот человек выходит в космос. Один единственный вид, который появился за 6 секунд до полуночи, уже успел изменить атмосферу, океаны, леса, реки, почву и климат. Если смотреть на историю планеты с точки зрения геологического времени, мы почти что только что заявились на сцену, но уже стали силой планетарного масштаба. И вот мы здесь, не в центре времени, не на вершине вечности, а на самом краю последней секунды. Полночь наступила. Прошли все 24 часа истории Земли. Если оглянуться назад, становится очевидно. Наша планета никогда не была тихим и удобным домом. Она рождалась в огне, остывала после ударов космических камней, наполнялась океанами, почти целиком замерзала. Потом вносила в воздух кислород, который когда-то был ядом, создавала гигантов и также уверенно стирала их с лица Земли. Земля не была создана для нас. Мы появились почти случайно, в самом конце огромного дня, когда основные главы уже были написаны без нашего участия. И в этом, пожалуй, самый странный поворот истории. Существо, появившееся в последние секунды, научилось читать древние океаны по следам в камне, находить кости исчезнувших гигантов, измерять возраст звезд и смотреть назад, на миллиарды лет. Мы не самые древние, не самые большие, не самые сильные. Возможно, мы первые, кто понял, насколько коротко наше мгновение. И именно поэтому оно может быть таким ценным. Если вся история Земли — это один день, то мы живем не в его конце. Мы живем в первой секунде нового дня. Что будет дальше, неизвестно. Человек может оказаться лишь тонкой полосой в будущих слоях породы. А может быть, именно с нас начнется глава, в которой жизнь впервые уйдет за пределы своей планеты. Часы снова пошли. Земля продолжает вращаться. И следующая секунда истории уже пишется прямо сейчас.